В начале июня 2005 года в Эфиопии, Африка, 12-летняя девочка, живущая в сельской местности, пропала по пути домой из школы. Ее семья и другие местные жители проверили всю окрестность, но не нашли никаких следов. Также не было требований о выкупе, и никто не видел девочку с подозрительными людьми. Паранормальные новости Paranormal News.ru. Люди начали предполагать, что ее утащили дикие животные или увезли в большой город, но вскоре случилось кое-что куда более странное. 9 июня того же года пропавшую девочку нашли живой, но в пустыне за 350 миль от столицы Эфиопии Аддис-Абебы и в окружении 3 львов. Девочка выглядела напуганной и была покрыта синяками, но в остальном невредима. Как выяснилось, на девочку напали несколько мужчин, которые увезли ее в пустыню и там стали ее избивать и заставлять вступить в брак с одним из них. Девочка отказывалась и терпела побои, пока внезапно из ниоткуда не появились 3 льва. Львы совершенно не тронули ребенка и при этом оставались рядом с девочкой многие часы, до тех пор, пока сюда не приехала полиция. Лишь тогда львы встали и ушли. Они стояли на страже, охраняя ее, а потом оставили ее нам, как подарок, и ушли обратно в заросли. Если бы львы не пришли к ней на помощь, было бы куда хуже. Нападения на молодых девушек с изнасилованием тут частое явление. Мы все думаем, что этот случай настоящее чудо, потому что львы, как правило, агрессивны к людям, рассказывал один из полицейских. По словам экспертов по дикой природе, возможно, что девочка плакала, а ее плач был похож на мяуканье львят, и поэтому львы пришли сюда, и у них активировался механизм защиты потомства. По другой версии, львы на самом деле просто были не голодны, и они сидели бы возле девочки до тех пор, пока не проголодались, а после этого съели бы ее. Куда более старый случай, но также связанный с пропажей девочки, был описан в книге The Missing 411 автора Дэвида Полидиса. Это произошло в 1868 году на севере штата Мичиган, США. Внезапно пропала 3-летняя девочка, которую ее отец взял с собой в лес, когда он заготавливал дрова на зиму. Потеряв дочь, отец начал разыскивать ее, взяв в помощники 2 соседей. Они искали ребенка весь день, всю ночь и на следующее утро, но так и не нашли. Однако отец продолжал убеждать их, что надо искать дальше. И на второй день, когда люди шли через совсем дремучую часть леса, кто-то из них вдруг услышал вдали тонкий крик ребенка. Отец девочки и охотники побежали на крик и вскоре вышли к небольшому ручью, возле которого успели заметить что-то очень большое и черное. Оно было похоже на медведя, но разглядеть его лучше люди не успели. Животное с плеском прыгнуло в ручей и скрылось из глаз. А когда они отошли от шока, то увидели рядом с ручьем потерянную девочку. Она была жива и невредима, только без обуви и без шапки. Когда девочку дома отогрели и накормили, она начала рассказывать необычную историю о неком мистере Волке. По ее словам, этот мистер взял ее в плен и держал в своем доме, а потом съел ее шапку и забрал ее туфли. Когда девочка пыталась уйти от него, мистер Волк оттаскивал ее обратно. Однажды он принес девочке горсть ягод и оставил ее на коленях. Тому, что оно принесло ребенку ягоды, но был ли это медведь? Или, может быть, это был Бигфут? Увы, девочка больше никаких подробностей не рассказывала. Это история о странном черном человеке из леса, который встретил потерявшегося ребенка, произошла где-то в США в неназванном месте. 25 августа 1898 года 3-летняя Элис Рэйчел Пек увязалась в лес за своей матерью, которая пошла за ягодами. Мать отослала ребенка домой, однако на обратном пути девочка заблудилась и до дома не дошла. В течение последующих 3 дней ребенка искали все местные жители, но не могли найти и следа. Но 28 августа девочку, совершенно невредимой, нашли в 5 милях от дома. Правда, она была в каком-то необычном состоянии, вроде транса. Когда ребенка растормошили и согрели, девочка рассказала, как долго куда-то шла по лесу босиком. На девочке в день пропажи была обувь и капор на голове, но нашли ее и правда босиком и без капора. В карманах одежды было несколько ягод. Так как девочку нашли за рядом больших камней, ее спросили,
как она через них перебралась, и девочка вдруг сказала, что ей помог черный человек. Потом она рассказала, что этот черный человек и дальше вел ее по лесу и переносил через поваленные деревья и камни. По одной из версий, девочку тащил медведь, по более современной гипотезе она встретила местного Бигфута, он же Йети. В июле 1955 года двухлетняя Ида Мэй Кертис пропала в районе лагеря лесорубов в Кутенной National Forest в штате Монтана. По словам матери девочки, на ребенка напал медведь и утащил ее в чащу леса. Однако он тащил ее не зубами, а в лапах и укачивал, словно своего детеныша. 2 дня ребенка в лесу искали около 350 местных жителей и нашли всего в 300 метрах от того места, где ее утащил медведь. Девочка сидела в неглубокой сырой яме под корнями дерева. Потом она как могла рассказала, что медведь кормил ее и обнимал, чтобы было тепло. Власти штата критично отнеслись к подобному и назвали сказкой, но семья девочки была уверена, что ребенок говорит правду. Самый свежий случай такого рода, вы, наверное, и сами помните, он произошел в начале 2019 года в Северной Каролине. 3-летний мальчик Кейси Хэтэуэй ушел со своего двора в лес и пропал. Погода стояла прохладная, а потом и вовсе полил холодный дождь с ветром. Мальчика 2 дня искали с собаками и свыше сотни добровольцев, но не нашли, и лишь к концу 2-го дня местная жительница пошла гулять со своим псом в лес и услышала плач ребенка, раздающийся из колючих кустов. В кустах сидел Кейси, мокрый, холодный, но живой и даже не сильно замерзший. А когда ребенка повезли в больницу, он стал рассказывать, что все эти 2 дня гулял по лесу со своим другом-медведем. Тетя мальчика считает, что это Бог послал животное, чтобы защитить ее племянника. Крис Серхин из Университета штата Монтана много знает о повадках медведей и заверяет, что подобное совершенно на них не похоже. Я никогда не слышал о таких вещах, так как дикие медведи не дружат с людьми. Я не хочу сказать, что ребенок соврал, однако никаких доказательств этого случая нет. Мне кажется, что мальчик просто нафантазировал себе такого друга, и с ним ему было комфортнее. Однако другой эксперт уверен, что у диких медведей тоже может проснуться материнский инстинкт при виде маленького человека. Мать же мальчика полностью верит своему сыну, если он сказал, что гулял с медведем, значит, так все в точности и было. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.